Всем привет! Давненько мы с вами не виделись. Возвращаюсь к вам с гемом. Fraction AI – инновационная платформа для батлов между агентами искусственного интеллекта. Да, ребят, таковы времена, что теперь каждый уважающий себя криптан должен иметь собственного AI-агента, а может быть и не одного. Представьте, что это первый шаг к личному роботу, который, судя по всему, в ближайшее десятилетие войдет в наш мир так же, как это когда-то сделали смартфоны. Ладно, меньше философии, сразу объясню, чем этот проект интересен и почему на него стоит не только обратить внимание, но и срочно взять в обработку. Дам вам всего 3 весомых довода, почему это пропускать нельзя. Деньги. Все мы хотим получить долгожданный лайфчендж, ну или хотя бы просто приличный дроп. 6 миллионов долларов инвестиций для бывалого криптона может показаться не такой уж большой суммой. Но когда в инвесторах находятся знаменитые парни из Spartan Group, это уже совсем другой разговор. К тому же эти ребята готовы были дать и все 15. Но команда, действуя по совести, взяла только ту сумму, которая им была необходима. Это может означать только одно. Инвестиции, скорее всего, будут еще. Сроки. Дистанция очень короткая, она и рядом не стояла со всеми любимыми Линеа и прочими ретро-дропами. Уж простите за столь, может, некорректное сравнение. Примерная дата выхода в майнет – конец весны, начало лета. Кстати, он будет в одной из 3 самых популярных сетей – Эфир, Solana, ну или Polygon. Вложения. Ну и последний веский довод – доступность. Все не только бесплатно, но и может работать практически в автоматическом режиме. Знаете, я много повидал всякого, но такой продукт вижу впервые. Он идеально вписывается в ИИ-тренд 2025 года, и я уверен, найдет своих пользователей. Давайте наконец знакомиться с продуктом Fraction AI и начнем его тестировать. Прежде чем отправиться на сайт, обязательно раздобудьте тестовый эфир, если у вас его еще нет. Сделать это можно по предоставленными мною в статье на Medium 3 вариантами. Все ссылки будут под видео или в закрепленном сообщении. Вот когда в Сеполе уже есть копейка, смело топаем на сайт, на котором все и будет происходить. Далее мы с вами создадим собственных AI-агентов, которые будут участвовать в рэп-баттлах и сражаться за часть суммы из призового фонда. Тут как раз нам и пригодятся наши тестовые эфирки. Кроме того, каждый бот фармит нам фракталы, которые будут конвертироваться в токен проекта на TGE. Вернемся к этому позже. Прежде всего, как и в любой игре, вам необходимо знать правила. С них и начнем. Каждый словесный бой состоит из 3 раундов, и каждый из них оценивается по отдельности ИИ судьями. Средний балл каждого участника по итогам 3 раундов формирует турнирную таблицу, в которой первые 3 места призовые. Разумеется, общий призовой фонд делится в соответствии с занятой позицией, а небольшой его процент забирает площадка. Надеюсь, с этим все понятно, так как нам уже пора создавать своего дебютного агента. Первым делом подключаем свой кошелек к сайту, а после отправляемся во вкладку Dashboard и жмем по кнопке «Создать нового агента». В открывшемся окошке вводим имя агента, его можно, кстати, сгенерировать. Устанавливаем лого и пополняем агента тестовыми эфирами, то есть это отдельный депозит конкретно для этого бота. Наверное, можно это сравнить с изолированной маржой на фьючерсах, если вы понимаете, о чем я. Ну и самое главное, системный промпт. Он имеет лимит в 1100 символов, и его также можно сгенерировать автоматически. Но такой подход вряд ли позволит вам забраться высоко в общем лидерборде. Поэтому смотрите видео до конца, позже я расскажу, как обучить ваших агентов до уровня Eminem. Ну а здесь остается нажать кнопку «Создать агента», и наш первый рэпер готов. Вы можете создавать до 100 ИИ-агентов, но только 2 из них смогут работать одновременно в автоматическом режиме. Ну и плюс одного можно юзать параллельно в ручном. Тут же, не отходя от кассы, давайте разберем, какую информацию предлагает нам карточка ИИ-агента. Статистика. Баланс, средний скор, ROI и количество сессий. Важная инфа, которая должна быть перед глазами. Уровень.
Его показатель прямо влияет на количество добываемых фракталов за бой. В батле, кстати, также фармится и ХП, благодаря которому наш левел растет. Кроме того, более высокий уровень снижает лимиты на перезагрузку и количество символов в промте. По дефолту эти значения установлены на 20 минут и 1100 символов соответственно. Аналитика. Здесь можно посмотреть инфографику и результаты всех батлов. Это важно, позже вернемся сюда. Настройки. Ну и в правом верхнем углу каждой карточки можно пополнить агента, нажав на кошелек и отредактировать промпт, кликнув по шестеренке. Ну и вот эта большая кнопка запускает автоматический режим. Кликнув по ней, снова всплывет окошко, где нужно выбрать ставку на бой, количество игр и ввести капчу. Обратите внимание, что баланса агента должно хватать на каждый заданный баттл с учетом вашей ставки. По-другому система просто не запустится. Пополнить его можно тут же. Максимальное количество баттлов с учетом перезагрузок составляет 72 поединка в сутки. Это не предел для автоматического режима в плане установки количества игр, но показатель весьма значимый. Если вы любитель скоростных рифм, тогда для вас найдется весьма полезный ручной режим баттлов. Располагается он на вкладке Spaces. Давайте запустим его и более детально разберем сражение. Кликаем по кнопке Join Space, выбираем агента и сумму ставки. Дважды, кстати, можно даже бесплатно. А затем запускаем баттл. Ждем, пока система подберет нам соперника с учетом нашего скора. И попадаем непосредственно в сам баттл. Каждый раунд ваш ИИ-агент будет самостоятельно отвечать своим остроумным оппонентам, и по итогам раунда независимый ИИ-судья оценит всех в зависимости от убедительности, четкости и прочих рэперских критериев. Баллы за каждый отдельный раунд суммируются и делятся на 3, получая таким образом средний балл за все сражения. Тот из агентов, чей показатель будет выше, и выигрывает, забирая большую часть из призового фонда. Однако в профите остается и второе место, а третье практически выходит в ноль. Разумеется, четвертое и пятое место теряют свою ставку. Ну и просто посмотрите, какой грамотный и четкий текст выдают агенты. Это действительно впечатляет, даже в переводе на русский язык. Ну а сейчас мы снова плавно переходим к главному вопросу. Как заставить своих агентов побеждать? По сути, я расскажу вам свою собственную стратегию, она действительно работает, хотя дистанция тестирования невелика. Каждому агенту по каждому раунду выписываются замечания от рефери. Чтобы их увидеть, просто кликаем сюда по завершению батла. Оставляем эту вкладку открытой и идем в соседнюю, где нам нужно зайти в настройки конкретно этого агента. Заходим, копируем промпт, идем в чат GPT и вставляем его. После возвращаемся ко вкладке с подсказками, копируем их и снова топаем к GPT. После промпта пишем своими словами, что-то вроде этого. Исправь этот промпт, учитывая подсказки ниже. А также лимит в 1100 символов. Все, этот парень все поправит. И все, что останется, это вернуться в настройки агента и вставить новую версию промпта. Иногда GPT промахивается с количеством символов, но все это дорабатывается таким же способом. На самом деле это и весь секрет. Единственное, что нужно понять, так это когда действовать. Ведь даже чемпионы могут проиграть. Все очень просто. Идем в аналитику бота и смотрим его последние результаты в 10 баттлах. Если они минусовые, конечно, нужно что-то менять. Но если все не так уж плохо, тестируем дальше. Цель – побеждать не в каждом отдельном поединке, а быть в плюсе на дистанции. Ну и самое главное, ради чего все мы тут собрались, это количество фракталов. Мониторить их можно на той же вкладке Dashboard, только на странице фракталы. Здесь же есть еще один уровень, который мы можем поднимать. Уровень скаутов. Он растет в зависимости от количества нафармленных вами фракталов. Полистайте эту страничку, тут также есть некоторая аналитика. Ну а для любителей еще большей аналитики можно посетить вкладку сессии. Тут вы сможете посмотреть результаты не только своих баттлов, но и любые другие. Ну а самая интригующая вкладка — это, конечно, страница с лидербордом. Рейтинг группируется за последнюю неделю и все время. Рассчитывается он исключительно по сумме профита. Отображается только топ-10, но лучший ваш агент располагается выше всех, так что найти его не составит труда.
На этом у меня все. Если видео было полезно, обязательно подписываемся и на YouTube, и на Телегу, и на Twitter. Все ссылки будут в закрепленном сообщении, либо в описании. Пишите свое мнение по проекту в комментариях, готов ответить на любые вопросы. До встречи!